Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев сад. Сегодня вы узнаете про самые распространенные ошибки при посадке плодового сада. Разберем их на конкретных растениях, примерах, потому что скоро весна, и нужно, чтобы огородники уже были во все оружие подготовлены, знали полезную информацию. Какие же ошибки делают особенно неопытные огородники, когда начинают закладывать плодовый сад? Во-первых, при посадке плодовых культур, это может быть яблоня, груша, слива, вишня, там косточкой вот эти, либо там ягодные какие-то кустарники. Вот самая основная, самая распространенная ошибка, которую делают сплошь и рядом, это неправильная заправка посадочных ям или вовсе отсутствие вот этой самой заправки. Если вы хотите, чтобы дерево надежно прижилось, либо кустарник ягодный, и долго радовал вас урожаем, нужно посадочную яму заблаговременно подготовить, заполнить плодородной почвой. Итак, габариты посадочной ямы для плодовых деревьев, значит, такие: 80 на 80 сантиметров по габаритам и в глубину сантиметров 70. Вот делается такая огромная посадочная яма. Вносится туда перепревший компост, суперфосфат обязательно, примерно пол-литровая банка. Все это перемешивается и высаживается саженец. Если на дне вот этой ямы сверху плодородный слой, а дальше идет песок и либо глина, вот эти материалы достаются из ямы и выбрасываются. Заполняется все плодородной почвой вперемешку, как я говорил, с компостом, либо и с добавлением суперфосфата, либо там можно древесную золу добавить. И заполняется вот так вот посадочная яма. Конечно же, про заправку посадочной ямы есть ролики на канале, и еще ролики будут в обязательном порядке. Если брать ягодные кустарники, то посадочные ямы для ягодных кустарников чуть поменьше. Обычно хватает габаритов посадочной ямы 50 на 50, ну и глубиной примерно сантиметров 40-50. Опять же, процесс заполнения такой же. Заполняем все плодородной почвой вперемешку с компостом перепревшим и добавляем немножко суперфосфата. И посадочные ямы, обратите внимание, их желательно, крайне желательно заполнять заблаговременно, чтобы почва уселась. Следующая ошибка – это отсутствие приствольного круга. В обязательном порядке всегда нужно формировать сразу же после посадки приствольный круг. Для чего этот приствольный круг нужен? Во-первых, когда дерево либо кустик еще молодой, в приствольный круг вы будете всегда вносить воду, то есть делать полив. Корневая система еще небольшая. Будете вносить удобрения. Одна вещь. А второе, что приствольный круг нужен еще для того, чтобы не зарастало все это сорняками. Вот приствольный круг всегда должен быть чистым от сорняков, особенно у молодых кустов и деревьев. Если этот приствольный круг зарастет сорняками, сорняки будут забирать всю влагу и питание у молодого дерева либо кустика. И в итоге растение будет давать слабые приросты, будет очень медленно развиваться и может вовсе погибнуть. Вот, поэтому всегда содержите вот это пространство вокруг дерева, вокруг куста в чистоте. Чтобы, конечно же, не полоть все лето, вот это пространство можно мульчировать. Например, соломой, скошенной травой. И в итоге там не так активно растут сорняки. Если где-то что-то и прорастает, эти сорняки легко можно достать. Далее, еще одна распространенная ошибка – это несоблюдение расстояний между растениями при посадке. Деревья вырастают достаточно габаритными. И, конечно же, в зависимости от подвоя отличается их сила роста. Самые большие деревья – это будут на семенном подвое. Они могут быть высотой и 10 метров, и больше. Огромные-огромные кроны, особенно если не производить обрезку. Там на разных карликовых, полукарликовых подвоях бывают деревья, они уже чуть менее габаритные. Всегда нужно прочитать информацию про этот саженец у продавца, поинтересоваться, на каком подвое саженец привит, и в зависимости вот от этого подвоя подбирать расстояние. Допустим, вот я выращиваю на семенном подвое яблони и груши, поэтому расстояние между деревьями я делаю где-то 4-5 метров, и между рядами такое же расстояние. Вот в этом случае места хватит для нормального роста и развития. Если посадить гуще, тогда придется делать либо очень-очень сильную обрезку, либо где-то что-то лишнее выпиливать, убирать. Потому что ветви переплетутся, будет затенение, плохое проветривание и болезни тут как тут. Далее. Есть еще ошибки при посадке ягодных кустарников. Особенно это касается малины. Вот зачастую, почему-то еще с давних времен, принято так, что
кустарники высаживали около забора, где-то около соседского особенно. И получается, что малина находится около забора, в каком-то затенении, начинает все зарастать крапивой, корни малины начинают лезть к соседям, возникают какие-то конфликтные ситуации. За такой малиной неудобно ухаживать, неудобно пропалывать. В итоге загущение дидимела и все последствия, как говорится, появляются. Лучше высаживать малину на расстояние от забора. Отступите от забора 1,5 метра, оставьте проход и сделайте аккуратненький рядок малины. В этом случае у вас есть возможность с двух сторон подойти к малине, прополоть, подвязать, удобно собирать урожай, удобно, не знаю, там мульчировать и так далее. И никаких проблем с соседями нету. И как-то вот мне недавно в комментариях написали по поводу мульчирования. Я больше не мульчирую там скошенной травой либо соломой, потому что у меня начинают там рыть кроты. И все изрыто, везде вот эти норы, поэтому отказались от такого способа мульчирования. Кроты там роют не просто так. Зачастую кроты роют около саженцев, потому что там обилие личинок хруща. Вот самая опасная вещь для молодого саженца – это личинки хруща. Они полностью объедают все молодые корешки, и саженцы в итоге засыхают. А люди начинают грешить, что неправильно что-то сделали, неправильно подкормили, неправильно где-то там полили, не дополили, но зачастую вот в 90% случаев гибель молодых саженцев по вине личинок хруща. И если есть крот, вот он где-то роет рядом по газону, где-то рядом около саженцев вот этих молодых, это очень хорошо, он выедает вот этих личинок хруща. По поводу удобрений. Как я и сказал, вам понадобится сульфат калия, монофосфат калий не только для плодовых деревьев, но и для ягодных кустарников. Например, та же голубика, она крайне нуждается в подкормке калием, опять же, в осенний период, чтобы лучше закладывались цветочные почки на будущий урожай и чтобы лучше вызревали молодые побеги. Поэтому голубику также нужно подкармливать сульфатом калия в обязательном порядке. По поводу удобрений. Сейчас уже вот начинается такой активный огородный сезон. Дачники покупают и удобрения, и семена различные, и так далее, и так далее. Конечно же, будут ролики еще из магазинов, какие удобрения, там, какие семена. Будем продолжать вот этот сезон закупок. Вот. Хочу напомнить, что в магазинах Агромаркет очень большой выбор удобрений различных минеральных, органических, органоминеральных и по очень хорошим ценам. Поэтому вот кто еще не закупился удобрениями, посетите магазин Агромаркет, который находится в Минске на улице Брилевской. Ссылочка под роликом в описании. Затронем тему еще морозов в конце ролика. Вот сейчас у нас 20-градусные морозы, в каких-то регионах морозы и посильнее, до 29 градусов. Для нас это аномалия, мы уже отвыкли от таких зим. Значит, и был вопрос от зрителей, чем все это грозит. Ничего страшного для деревьев. Деревья плодовые перезимуют, и груши, и яблони, но лишь районированные сорта. Если у вас сорта не районированные, привезенные где-то из южных регионов, да, высокий риск подмерзания и гибели вот этих нерайонированных саженцев. Если саженцы местные, устойчивые к морозам, никаких проблем не будет. Что касается голубики, цветочные почки голубики выдерживают серьезные заморозки, минус 25 и выше, но лучше вот на такие кусты, если у вас много снега, набросить снега. Я свои кусты все засыпал снегом, торчат только самые макушечки, вот все засыпано под снегом. Все, что под снегом, все перезимует, что выше снега, может опять же подмерзать, особенно цветочные почки. Ну вот такой ролик сегодня получился. Если есть еще какие-то вопросы про посадку плодового сада, ягодных кустарников, напишите в комментариях, и я на них отвечу. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!